Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своим гайдом на Шинку. Шинку это у нас основной ДД элемента Космос, которая постоянно хочет находиться на поле боя под бафами всеми возможными, которые есть. И основная ее, скажем так, особенность, то что у нее ульта не заряжается как у всех остальных, она больше похожа на ульту Хатори. Только здесь у него ульта заряжается просто от всех атак постепенно. От уворота, от атак, то есть от обычных атак, от использования скилла, от контратак. То есть она не заряжается постепенно, как у всех у других персонажей. И другая ее особенность заключается в том, что она играет от заряда. Точнее, ну да, ей можно играть от заряда, она получает бонус для себя от него. Во-первых, когда другой член команды получает восстановление энергии от заряда, другие члены команды тоже получают заряд, то есть восстановление энергии с помощью этого цикла Эспера, ну, то есть реакции, скажем так, элементарной. И вдобавок, когда происходит пополнение энергии, Шинку наносит урон по области. Теперь перейдем к выбору Дуг. Естественно, ее лучшим вариантом это будет сигнатурная дуга. Вот она сейчас в обмене дуг находится. Вот, собственно, вот они все ее бонусы. Самым важным моментом является то, что у нее шанс крита в этой дуге. А за счет ее консоли можно получить крит урон. То есть с помощью этой дуги, с помощью консоли можно просто идеально собрать для нее шанс крит урон. Ну и плюс тут сами бонусы, которые дает сама эта дуга. Самый важный, скажем так, плюс этой дуги в том, что весь бонусы именно реализуются как раз в момент ее активации ульты. То есть на все время ульты все бонусы будут активны. Второй лучший вариант это Пух Ярости. Вот это вот дуга. Дуга дает силу атаки и на R1 дает 40 крит шанса под полным бафом. И, собственно, это оружие из Battle Pass. Следующий вариант это сообщество Камелия, это сигнатурка Байкана. Дает она большой базовый показатель силы атаки и крит шанс. Проблема тут заключается в том, что точнее основной бонус или невозможно получить, или практически нереально получить. Так что, по сути, это замена временная, пока не найдете что-нибудь лучше. Или сигнатурку, или оружие из Battle Pass. И фри-то-плейный вариант, вот это вот дуга, время придет. Здесь что хорошо, она дает неплохую базовую силу атаки, дает крит шанс, что уже важно. И также дает атаку, защиту или хп, когда в команде есть как минимум 3 разных типа Эспера. Если Шинку играть через заряд, то как раз можно этот конус спокойно реализовать на ней. Тем более R5 несложно будет сделать для нее. Теперь перейдем к консоли. Вот так вот я собрал свою консоль. Вот таким вот положением. За место вот этой вот и вот этой вот можно поставить 2 тройки вертикальные. Я поставил вот эти, потому что у меня здесь статы были просто лучше, чем у других троек. Ей нужно поставить вот 4 тройки, чтобы максимально получить бонус от ее крит урона. Теперь основной модуль, точнее картридж, это утраченный свет. Так как он дает бонус космоса и при использовании ульты позволяет игнорировать защиту. И сам сет действует 20 секунд, точнее эффект от сета действует 20 секунд, что полностью совпадает со временем действия ульты Шинку. Другой вариант это Кредо Теней. Точнее, не другой вариант, а временный вариант, если вы не смогли собрать ее основной сет. Сам сет увеличивает атаку, и при активации навыка тоже увеличивает атаку. То есть неплохой бонус для старта. И еще один временный вариант, это уличный боец. Здесь урон Лакшана не так важен, точнее не важен, он вообще бесполезен. Но при активации бонуса от ремора или следа увеличивается крит шанс. С сабстатами тут все просто, по сути все то же самое, что и у всех ДД.
Основной модуль у нее должен быть на шанс крит урон в приоритете или же на бонус космоса. Тут все зависит именно от того, какие у вас статы получаются. Например, если вы используете Сигну у нее, а там у него и так уже бонус крит шанса, то можно поставить крит урон, например. Если вы используете сет уличный боец, который крит шанс дает, то тоже можно поставить крит урон, например. Если у вас получилось так, что у вас и крит шанса, и крит урона много, то можно, например, использовать бонус на космос. Тут все зависит от того, что как у вас статы сложатся. Бонусом мы всегда ищем крит шанс, крит урон, атаку и бонус урона. Ну а другие бонусы можно уже дополнительно искать. Например, интенсивность цикла, чтобы быстрее собирать цикл. И атаку безпроцентную, например. Теперь команды для Шинку. Команда через заряд будет, ну то есть заряд и ремора. Это Шинку, Зеро, Хатор и Ирой. Ну, эту команду нам придется ждать аж до второй части патча, когда выйдет именно Ирой. Пока нету Ирой, сюда можно поставить Дзю Юань. Бонус от нее будет в том, что она стягивает врагов, то есть в кучу помогает собирать. И таким образом можно будет быстро переключиться на Шинку и уже ей нокаутировать всех, кто в куче находится. Также, скажем так, фри-то-плей вариант. Можно собрать команды. Это Zero. Ския должен быть у всех в любом случае, хотя бы C0, но он должен быть. И Мята. Точнее, Минт. Вот такой фри-то-плей вариант можно вполне использовать. На самый крайняк, если вдруг ни Цзи Юани нету и Ирой вы не собираетесь крутить, то... Точнее, на крайняк, в том случае, если у вас Нанали есть вообще. Можно поставить Нанали. Ну вот, Скию можно ставить или Скию заменить на Хатор. Теперь ее дюпы. Первым выбором для нее будет шестой вот этот шестой дюб. Он увеличит ее урон весь очень сильно. Теперь следующим будем брать вот этот. Он увеличит ее, точнее не увеличит, а улучшает ее улучшенное состояние, то есть состояние после выбора ульты. Дальше выбираем вот этот вот дюб. Теперь следующим будет вот этот предрассветная тень. Увеличит, просто фактически увеличит ее урон. Следующий будет первый вот этот вот дюб. Он и уже последним выбираем вот этот вот комната смеха. Он полезный, точнее он хороший, он позволяет увеличить выживание самой Шинку. По сути, его лучше выбрать, если вам сложно играть и часто умираете. Можно его даже сразу выбрать в начале. Вот теперь геймплей за Шинку. Я покажу быстро, без набора цикла Эспера, так как у меня Цзи Юань не особо прокачанная, у нее интенсивность цикла не очень собрана, чтобы быстрее цикл собирать. Здесь бой мы начинаем с Хатор и собираем ей этот цикл Эспера. С Хатор мы переключаемся на Zero, используем его скилл и переключаемся сразу на Цзи Юань. Цзи Юань нам нужно тоже набрать цикл Эспера, но причем очень быстро, чтобы не исчезла ремора за это время. И после этого мы уже переключаемся на Шинку. И здесь, так как мы сейчас находимся в этом поезде, у нас уже ульта готова. В нормальном случае нам нужно будет атаковать обычными атаками, скиллом и уворачиваться, то есть контратаки делать, чтобы зарядить ее ульту. Так как ее ульта, она по сути как ульта Хатори, она не заряжается сама по себе от восстановления энергии, скажем так. Активируем ее ульту.
И атакуем обычными атаками, ну и уворачиваемся, естественно. И заряжаем ее заряженный скилл. Атакуем скиллом, как только он заряжен. Продолжаем его набирать. Как только зарядится, снова им атакуем. И теперь, как зарядится ульта, зажимаем ее. И активируем ее финишер. И все. И теперь уходим опять на Хатор. Набираем цикл Эспера Хатор. И опять все повторяем по кругу. Какие здесь нюансы? У Шинку есть полезный бонус, если она не атакует 2 секунды, у нее набирается вот такой вот ресурс, который появляется над ее хп. Всего можно собирать 8 этого ресурса, и при следующей атаке он весь тратится и наносит больше урона. Этот ресурс, по сути, очень полезен, если вы сражаетесь против боссов, особенно боссов, которые постоянно вас атакуют, и вам нужно постоянно контратаковать и уворачиваться. То есть этот бонус будет супер полезный, так как раз в момент окна нанесения урона можно будет нанести урон по цели. И еще полезный бонус, когда вы используете ее ульту, ульта наносит больше урона по боссам. То есть, по сути, при сражении с боссами Шинку будет просто идеальный член команды для этого. Для уничтожения врагов как раз таки. Точнее, боссов.